Поздравляю. Просто подползти к нему практически нереально. Я знал, что так и будет. Памир. Великая снежная пустыня. Здесь, в царстве стужи и ветра, на высоте 4000 метров, обитают самые крупные архары в мире. Трофейный охотник Сергей Мазуркевич отправляется в Таджикистан. Самые сложные горы. В горах Памира он намерен добыть Аргали-Матиссона и Памирского козерога. По нашей системе популяция здесь на десятку. На высоте 4200 метров тепло важнее, чем хлеб. Довольно суровые условия. Кислорода очень мало. Тяжело, но первые 2-3 дня. Все ушли на дальний кордон. Ну, Господь Бог сказал, трудись, и я тебя одарю. Ну, это супер, барон. Трофейная охота на Памире. Аргали-Матиссона. Памир. Огромная горная система на юге Центральной Азии, включающая территории Таджикистана, Китая, Афганистана и Пакистана. Высота Памирских гор превышает 7000 метров. Наивысшая точка Памира – пик Кангур, расположенный на территории Китая. Его высота 7649 метров над уровнем моря. Самая высокая гора в Таджикистане – пик Исмаила Самани – 7495 метров. В настоящее время Памир является узлом неразрешенных противоречий между рядом государств, что ведет к геополитическому напряжению в регионе. Организатором охоты выступил Максим Воробьев. С юности было моей мечтой попасть на Памир. Мой дядя Лев Николаевич Пучков, возглавлявший школу альпинизма Московского авиационного института, погиб в 1984 году при тренировочном спуске с пика Орджоникидзе. Первый раз я попал на Памир в 1995 году, сопровождая группу иностранных охотников. В 1998 году мы познакомились с семьей Бекмуроди – Атабеком, Айдибеком, Азизом и Зафаром. Завтра с утра уже выедем, а по дороге нас ребята встречают и идем сразу в Матиссон. В Таджикистане команду встречает владелец охотхозяйства Зафар Бекмуроди. Вот брат Атабек. Он и его брат Атабек на протяжении многих лет организуют охоту в Таджикистане. Будем охотиться по полной программе. С тех пор практически каждый год мы проводим множество успешных охот на барана Марко Поло, а также на барана Матиссоне последние пару лет. Это вообще основная улица наша, это улица Исмоили-Сомони. Центральная улица, она пересекает с севера на юг город. Это наш оперный театр. Ежегодно фиксируется порядка 200-300 землетрясений. Просто они в основном там микроскопические, то есть не ощущаемые нами, да, только приборы ощущаем. У нас зона повышенной сейсмической активности. Красивый рынок, сейчас и внутри посмотрим. В Таджикистане Сергею предстоит охотиться уже второй раз. В октябре 2016 года он добыл на Памире 2 трофея.
Аргали Марко Поло был взят на дистанции 600 метров. 4571 метр, уровень моря. Вторым был добыт среднеазиатский козерог. Его удалось взять на дистанции 808 метров. Спасибо. Это нельзя словами сказать. Вот это охота. На улицах Душанбе в феврале месяце уже растут маки. Тогда как в горах Памира температура опускается до минус 50 градусов по Цельсию. На Памире обитает самая крупная популяция баранов Марко Поло. Цель охотника – Аргали Матисона. Но искать его предстоит в ареале обитания барана Марко Поло. Самые отличные результаты всегда достигаются компанией «Мургаб», которую основали братья Бекмуроди. Немного позже был построен и открыт лагерь Джертагунбес, известный всем под названием «Горячие источники». Мы в данное время находимся на территории ООО «Мургаб». Наша база находится на высоте 4200 метров. Это считается самая высокогорная база в мире вот в таких условиях. Ну, здесь, несмотря на то, что у нас очень суровый климат, иногда даже бывает до 56 градусов, но в лагере у нас все комфортно, тепло и уютно. Общая площадь нашей территории 190 тысяч гектаров. У нас ездит почти со всего мира, но вот в связи с этой пандемией, коронавирусом, в этом году в основном у нас были охотники из России. Обитают здесь в основном Марко Поло, козерог, памирский козерог, а также, как мы сейчас называем, баран Матисоны. Последний учет – более 12 тысяч баранов Марко Поло и более 4 тысяч памирских козерогов. Кроме того, что у нас обитают вот эти названные животные, у нас еще также обитает горный волк. На него специальной охоты нет, но если встретиться, можно на него охотиться. Путь до места охоты составит почти 1000 километров. Весь маршрут займет 2 дня. Если позволит погода, обратно охотники вернутся вертолетом. Всего за 4 часа. Часть маршрута пролегает вдоль горной реки. На противоположном берегу – Афганистан. С 2015 года там снова идет война. Джихад. Джихад сетовый. Над афганской деревней развивается белый флаг с арабской вязью. Эту территорию контролируют боевики Талибана. Здесь определенно не стоит надолго задерживаться. В прошлый раз, 3 года назад, именно здесь обедали. А в ту сторону, так и обратно. Кухня здесь достойная. Видать, излюбленное место охотников. Место называется Калайхум. В некоторых местах, вот где мы сейчас видим животных, там их вообще не было. Вот там, если снизу смотрели, гора просто шевелилась. И там на заготовку мяса ездили. Ну, 100-200 штук лицензий покупали. Это 8-8 году. Покупали лицензию 29 рублей, 30 копеек стоило. И потом охотились. Так там его стреляли, скажу так, что каждый день практически, каждый божий день. Но его было там очень много. Сейчас его там меньше стреляют, но его нет. Нет? Но сейчас его меньше стало. Скорее всего, перевыпас. А домашнего скота стало очень много. После демаркации, когда земли были отданы Китаю, соответственно, чабаны, что они делают? Они перебираются вот на наши места. И Марко Поло пробегает, он должен там остановиться, там травы нет, и он берет и дальше уходит. Аргали Марко Поло, или памирский горный баран. Этот архар назван в честь выдающегося венецианского путешественника Марко Поло, который первым из европейцев описал его рога еще в XIII веке.
Этот архар считается самым крупным представителем семейства горных баранов. Его внушительные рога могут составлять до 13% всей массы тела. Наиболее крупные особи встречаются в центральных и восточных регионах Памира, в Таджикистане, на высоте около 5000 метров над уровнем моря. Самцы существенно превосходят в размере самок, и рога их достигают длины 170 сантиметров. Преодолев 600 километров пути, команда останавливается на ночлег в городе Харок. Покажи, пожалуйста. Вот, вам покажет. На Марко Поло на охоте насчет подальше совершенно нету проблем, потому что здесь как раз это та охота, когда важны очень навыки в дальней стрельбе. Редко когда удается подойти к Марко Поло ближе, чем на 200 метров. Сюда лучники приезжали. Это огромная головная боль для егерей, вот когда приезжают лучники. Где найти такое место? Каким образом загнать это стадо этих баранов? Просто подползти к нему, это практически нереально, чтобы он тебя не заметил. Как правило, делается все загонами. И можно себе представить, сколько труда там егеря, чтобы загнать вот это стадо, чтобы оно именно вышло на одного человека. Нет, это же не ряд каких-то охотников сидит. В период гона взрослый самец держится около нескольких самок. Однако настоящих гаремов баран Марко Поло, видимо, не образует, а сражения между самцами носят ритуальный характер. Заняв позицию друг напротив друга, бараны поднимаются на задние ноги и, резко опустившись, стукаются лбами. После нескольких столкновений соперники расходятся, не причинив друг другу заметного ущерба. Основной враг барана Марко Поло – это волк. В некоторых районах архары становятся добычей снежного барса. По дороге нам часа 4 ехать по основной. Мы поднимемся, перевалим один такой большой перевал, больше 4000 метров. Вот, и выйдем на плато уже как бы, то плато, которое нам нужно. Доезжая Мургаба, мы уйдем в сторону лагеря. Там, на равнине, в одном месте нас будут ждать ребята для пристрелки. Мы добрались до территории хозяйства. В данный момент мы занимаемся настройкой аппаратуры и делаем калибровку на метеостанции по местности. Ребята устанавливают мишени на 100 и на 500 метров для того, чтобы все проверить. Команда проведет пристрелку на 3 дистанции – 100, 500 и 1000 метров. На всем протяжении процесса пристрелки неподалеку от охотников паслась группа диких яков. А на одном из холмов спокойно отдыхали архары. В сухом, разряженном воздухе Памира пуля летит не так, как на равнине. Прямо под красным. Это заметно уже при стрельбе на 100 метров. Великолепно. Необходимо учесть все новые вводные и рассчитать актуальные для этой местности поправки. Справиться с этим помогает корректно настроенный баллистический калькулятор. Прямо от зеленого, вот она там дырка видна на белом. Без его использования стрельба на дистанции свыше 500 метров превращается в лотерею. Попал в красную на 1 сантиметр вверх. 2,7, а я сделал 2,8. Нормально. Законы баллистики работают здесь так же, как и везде. Все, на 1000, да. И грамотный расчет обеспечивает точное попадание. Крайняя дистанция будет 1025 метров. С первых же выстрелов пули ложатся точно в цель. По-моему, четко должно быть. Все, хватит. Все, собираемся, поехали. Сейчас проедем, попробуем вот здесь.
Ну, на этих уже поздно. Потому что здесь подниматься нужно как минимум час-полтора. Охота начинается. Дальше двигаться предстоит на более проходимом транспорте. Здесь, на Памире, егеря используют проверенные временем вездеходы – триколы. Эти выносливые и неприхотливые в обслуживании машины отлично подходят для этой местности. Двигатели в технике только бензиновые, потому как дизельный не может стабильно работать в условиях серьезного недостатка кислорода. Для Памира характерна долгая суровая зима и короткое лето. Его вершины круглый год покрыты снегом. Зимой в ночное время температура опускается до минус 50 градусов по Цельсию. Днем держится около минус 15. Аргали Матисон – это новый подвид, признанный несколькими охотничьими клубами. Эти архары живут бок о бок с баранами Марко Поло на Восточном Памире. Основное визуальное отличие между ними – это рога. Их основания более массивны, чем у аргали Марко Поло, но при этом они существенно уступают им в длине. Рога образуют более плотную короткую спираль, чем рога Марко Поло, а их кончики обычно разрушены. Вот это является кормовой базой, обеспечивает круглый год питанием горных копытных, так как является высококалорийной пищей для них. Довольно суровые условия. С 2000 тут уже растительности практически нет, кислорода очень мало. И адаптация проходит 2-3 дня. Охота на Памире считается сложнейшей горной охотой. Главная причина этого – уникальный климат. Восточные районы отгорожены от влажных воздушных масс высокими цепями гор. Поэтому воздух здесь очень сухой. Из-за этого кислородное голодание ощущается острее. Даже у бывалого в горах подготовленного человека здесь могут возникнуть признаки горной болезни. Пальцы и руки ног немеют, начинается головокружение, ощущается серьезная физическая слабость. Одышка возникает при самых незначительных нагрузках. Тяжело, но первые 2-3 дня. Обычно организм человека на такой высоте акклиматизируется в течение 5 суток. Самое важное на 4000, да вообще в целом в горах, это как можно больше пить жидкости. Пейте жидкость и быстрее адаптируйтесь. И вам будет легче воспринимать всю эту красоту. Острейшая форма горной болезни – гипоксическое удушье. Иногда наступает сразу же после доставки людей на большие высоты, например, вертолетом. Ну, мы обратно же правильно сделали, то, что мы все-таки полетели не на вертолете, а двигались на машине, все равно адаптация. Вчера, сегодня она дала себе знать. Но мы изначально так и решили, потому что было предложение организаторам сразу на вертолете с аэропорта на 4200 в Ваге. Подумали, что если мы так сделаем, то первый день, второй день будет не совсем комфортно и, может быть, придется просто в лагере находиться, адаптироваться. По словам организаторов, раньше горная болезнь была для них серьезной проблемой. В 90-е годы почти половина всех охотников, приезжающих в охотхозяйство, ложились в барокамеру. Естественно, некоторые из них возвращались домой без трофея. Сегодня устойчивость к гипоксии может быть повышена фармакологическими средствами, которые улучшают доставку кислорода и эффективность его использования. Так как сейчас есть специальные лекарства, это американский Даймакс, но заменяющий диакарб, после того, как принимая за 2 дня его до приезда в наш лагерь, гораздо облегчает состояние охотника, который поднимается на эту высоту. Самые сложные горы. И здесь живут такие красивые животные. Бараны, Марко Поло, козероги. Нету. Все ушли на дальний кордон.
Ну, мы все равно найдем, куда бы они ни делись. Памирский архар в основном предпочитает обширные открытые пространства и пологие горные склоны. Крутых скал или узких ущелий он избегает. Этим баран Марко Поло резко отличается от горного козла. Их стада в некоторых случаях могут насчитывать несколько сотен голов. Но в то время у нас насчитывалось тут 1800 с чем-то штук голов. А последний вот учет проводили 3 года назад. У нас уже тут было 12 800 с чем-то штук. То есть тенденция к увеличению. А в тех местах, которых раньше было очень много, ближе вот к Мургаву, к населенному пункту, там наоборот, популяция уменьшается. Видимо, там очень большой выпас домашнего скота. Особенно мелкий рогатый скот, он как саранча. С яками-то полегче, он более-менее щадит базу. А вот мелкий рогатый скот подчистую все очищает. Сейчас их все больше и больше. Даже больше, чем в советское время. Под конец дня егерям удается обнаружить трофейного барана Мутиссона. По первости они находились на дистанции 250, но пока мы определялись, какой экземпляр наиболее подходящий, они начали двигаться. Два местика. Ой, пошел сейчас. Четко на камень стал. Вот он на камень стал. Сколько метров на него? На камень стоит. Визуально этот баран ничем не отличается от остальной группы. 120. Рога других самцов были гораздо внушительнее. Тем не менее, егеря настаивали, что это и есть искомая особь. 120. Он стоит на камне, правильно? Да. Передними ногами на камне стоит. Да. С ним сейчас будешь. Стреляю. Все. Попал. Сейчас упадет. Да. Вот сейчас остановлюсь. Было принято решение вторым выстрелом его все-таки добрать. Самый правый. Опять. Попало? Ну сейчас он остановился, все уже. Удар был снова. Конечно. Не зря же мы дикий смотрим. Поздравляю. 560 метров. Спасибо. Поздравляю. Хороший выстрел. Я знал, что так и будет. Красавец. Хорошо. Красавец. Ну это настоящий, да, Мутиссон? Сказать? Ну где-то лет 8. Да. До сих пор в охотничьем сообществе ведутся споры по поводу этого барана. Некоторые охотники считают, что это никакой не новый подвид и даже не гибрид Марко Поло и тибетского архара. Скорее всего, это все тот же аргали Марко Поло, просто с неразвитыми рогами. По сути, это раньше являлось выбраковкой Марко Поло. И для селекции этих баранов отстреливали, чтобы они не портили
подвид именно Марко Поло, потому что рог не развивался, хотя тело ничем не отличается от Марко Поло, но тем не менее он влиял на генофонд. В рейтинговой таблице добавился новый подвид, а у организаторов и владельцев охотхозяйств дополнительные доходы. Мы очень довольны, мы довольны организацией охоты. По нашей системе, 10-бальной, которую мы отмечаем, я бы сказал, популяция здесь на десятку, 9-10. Охота не закончилась, завтра нам предстоит взять козерога. На базу охотники прибыли только поздним вечером. Спасибо. У них размеров не бывает. И так, да, но он очень хороший. База и вообще супер. Вы у нас сейчас посмотрите. Это супер баран. Вот, клянусь, вот это. Прям какое-то отслоение. Это не то, что мы стрельнули, он упал. Видно же здесь вот даже уже почернело и отходит. И он у нас, скорее всего, будет отходить, потом таким останется. Во время гона над глазами у них черные, да? Да. И у Марко Поло тоже. У всех. У всех. Потому что они же писают или этот. Все грязь. Это грязная Да. кость. Классный. Вообще отлично. Супер, молодцы. У любого животного, у которого есть рога, можно определить возраст. Смотрели. Ну а что, Вот поэтому я здесь определил. экспертизу сделать? Марко Поло уже в 4 государствах. И вот мы прошли все из Пакистана до Китая. Ни одного такого не А видели. даже вот то, что кончики вот эти обламываются. То ли кальция не хватает, то ли еще что-то. Потомство за потомством пошло. То есть вот эти вот слабые животные с такими рогами, которые есть, какая-то аномалия у них, они уже начинают плодиться и размножаться. Но это Марко Поло точно. Ну, наверное, так мутация и происходит. Да, ну, так и происходит. И так и происходит новый подвид, так и происходит и все остальное. Да, со временем, может быть, это будет полноценный, уже здоровый подвид. Адаптация прошла, можем ходить и любоваться этими красотами. Хитрый опять спрятался. Козерог должен там внизу, но ветер от нас. Я такого за 30 лет в своей работе не видел. Рекорд гора На Памире. на нашей базе. 1200 метров! Это точно рекорд.